В этой серии я расскажу о своих мыслях о том, что стоит ли паниковать и закупаться продуктами, или, может, нужно освоить новую профессию онлайн. Также свой разговор я разбавлю влогом «Один день из жизни во Вьетнаме во время карантина». Итак, начнем. Так, меня мамка собирает в школу. Be good at school. Don't punch your classmates. Don't punch your friends. Хола, друзья! Сегодня снова будет у нас влог без подготовки. Сегодня я хочу рассказать о том, какая ситуация здесь по поводу вируса, по поводу всего именно во Вьетнаме, в Юго-Восточной Азии. Что если здесь паника, мы просто возьмем и пройдемся по городу, сходим в зал, будем вести свою обычную повседневную жизнь и посмотрим, что в округе, как все изменилось, как люди реагируют на это все. И я расскажу также о своем мнении, о том, что я думаю, почему это так, и что вообще нужно делать в этой ситуации. Друзья, я прекрасно понимаю, как все устали от этой темы, но, к сожалению, она коснулась каждого. Но я обещаю, что постараюсь, и это будет только одно видео с моим мнением. Притом, в любом случае, я думаю, многим интересно, что происходит в Юго-Восточной Азии, а именно во Вьетнаме. В прошлой серии я сказал, что коронавирус не намного опаснее обычного гриппа. И сразу же получились такие комментарии, типа «ты тупой» или там «это намного опаснее гриппа» и все в этом роде. Я не говорил, что он не опаснее обычного гриппа. Я сказал, что он не намного опаснее обычного гриппа. И вот эти люди, которые ищут в каждом слове какой-то подвох, читают между строк, даже не могут просто объективно, адекватно посмотреть видео. Возможно, я погорячился о том, что сказал, что не намного опаснее, возможно, намного опаснее гриппа. Хорошо, видео записывал уже давно, данные все время обновляются, но я бы поспорил насчет процента, который говорят сейчас, погибших. Возможно, он на самом деле не намного больше процента смерти от гриппа, потому что все данные, которые у нас есть, это извлекают от уже известного, то есть от тех, кто уже обратился за помощью, а те, кто просто бессимптомно вылечился или кто просто выздоровел дома с температурой 37, даже не понял о том, что у него коронавирус, таких и людей очень много, и может уже таких заболевших как раз уже может миллионы, а выздоровел уже намного больше, и поэтому возможно, этот процент даже такой же, как у гриппа. Но я утверждать не буду. Опять же, я не специалист, не эпидемиолог, не вирусолог, поэтому так что не бейте меня, пожалуйста, снова. Сейчас мы находимся в Дананге, и вот первое постановление, первое правило мы почитали в интернете, что сейчас нужно обязательно носить маски. Я никогда это не делал, потому что я не считаю, что это как-то помогает. Но единственное, это может помогать уже если ты заражен, это может помочь не заразить других людей, особенно тех, у кого слабый иммунитет, пожилых и так далее. Поэтому не будем переносчиками. И, как я говорил, я уважаю правила других стран, и поэтому будем им придерживаться. Тем более люди реально тебя шугаются, если ты ходишь здесь без маски, они могут вот так вот отстраняться, маску только к себе притягивать. Есть некая такая фобия. Мы даже когда смотрели апартаменты, то в одни апартаменты нас даже не пустили из-за того, что мы здесь меньше 15 дней находимся, и мы могли там заразу принести. Здесь распространяются такие новости о том, что вот какие-то иностранцы приехали, здесь скрываются, иностранцы все с вирусами, все европейцы, все, кто выглядит как европейцы, это все заразные,
что бы я посоветовал тем, кто наводит панику, это перестаньте отслеживать эти негативные новости, считать, сколько человек умерло, сколько выздоровело, обновлять каждые 3 минуты браузер с новостями и искать новые новости целыми днями смотреть и накапливать вот это негативные новости. Лучше возьмите фокус внимания, эту энергию и направьте в какое-нибудь в нужное, правильное русло. Вы тратите свою энергию только впустую. Если вы на 30 дней, например, абстрагируетесь от всех вообще новостей в мире, то я уверяю вас, вы особо ничего не пропустите. Через 30 дней будет все примерно то же самое. Ничего такого не произойдет, что вам нужно прямо обязательно знать. Единственное, что бы я посоветовал, это просто придерживаться элементарных правил гигиены, безопасности, ну и то, что советуют там в вашей стране. Например, не выходить лишний раз в общественные места. Если вы выходите, то используйте маски, а также мойте тщательнее свои руки и намного чаще. Также ешьте здоровую еду, больше овощей, фруктов, витаминов, ну и обязательно спорт. Вот, конечно, только не переусердствуйте со спортом, потому что излишний спорт и профессиональный спорт, он наоборот снижает ваш иммунитет, а просто в адекватный спорт и физкультура только вам поможет. Ну и главное, остановить эту панику, из-за которой все сейчас происходит и поднимаются цены, акции и так далее. В общем, нас в один зал не пустили, который в прошлый раз был закрыт на коронавирус, а сегодня там сказали, что на месяц только нужен абонемент. Вот пришли в другой, где в прошлый раз занимались, здесь вообще более приветливые, мы даже деньги забыли, и нас входят, да, потом заплатите, короче, заходите. Вот, никого нет, кроме собственников. Вот. Так что здесь даже прикольнее, и музыка так не орет. Ладно, пошли тренить. Зал тут стоит, кстати, получается чуть меньше $1 за посещение. Вот, все, никого нет, пусто, красота. Можно гулять по супермаркетам, и никого нет. Запрещается ходить. Нежелательно ходить в общественные места, но эти общественные места превратились уже в необщественные, и можно кайфануть. Все, погнали домой, возьмем наши деньги, которые мы забыли. Так, как по традиции, чаечек бесплатный. И вирус как бы такой говорит нам: стоп, народ, просто остановитесь, вздохните поглубже, успокойтесь, переосмыслите многие вещи. Может, работа вам не нравится, на которую вы ходите, и как белка в колесе крутитесь и зарабатываете на деньги, чтобы потом купить какую-то фигню, которая вам тоже, в принципе, не нужна. Возможно, нам нужно отдохнуть, стать более осознанными, начать меньше потреблять ненужного. Также заводы останавливаются, миллиарды не зарабатываются, но, возможно, это и не нужно нам все. Возможно, в этот момент мы и задумаемся об излишнем потребительстве и не будем так часто сравнивать себя с соседями. А вот у него машина новая, нужно тоже купить машину, или у моей подруги iPhone 11, а у меня только 10, и мне нужно скорее купить новый iPhone, обновлять его каждые полгода. Возможно, нам просто достаточно здоровой еды, работы, которая нам нравится, теплых отношений, семьи. Может, это все, что нам нужно на самом деле для счастья и полноценной жизни. Да, здесь повкуснее. Мы зашли в такое более приличное кафе, где в 2 раза больше цены обычно мы платим. $0,50, а на этот раз $1 за... Народ сидит нормально, никто не парится по поводу вирусов. Просто все маски носят. А так, нормально. Даже официант без маски. Паники особо нет. Давно такой капучино не пил уже. На Филиппинах такое не найти. This is my first time trying cappuccino coffee.
В общем, короче, мы зашли домой, нас вырубило. После дня ног такое бывает. И сейчас ходим посмотреть рынок. А также, очевидно, много плюсов в этой ситуации. Например, экология, загрязнение экологии остановилось, заводы остановились, самолеты больше не летают. И города, которые мы раньше не видели со спутников, из-за этого загазованного смога сейчас мы можем видеть. А также, мне кажется, опять же, просто мое мнение, что вот из-за того, что этот вирус объявили пандемией, а пандемия это уже приравнивается к форс-мажору, а форс-мажор это значит, что для многих стран кредиты, долги, все это прощается и закрывается, экономика обновляется и все снова начинается с нуля, с новыми силами. Я не специалист в этом, но, возможно, рост начнется быстрее, компании выровнятся, маленькие сравняются с большими, и все пойдет в новый двукратной скорости развития во всем мире. So today we will go to the wet market of Vietnam in Da Nang City, and we will buy fresh frog there. Joke. We will buy foods. Итак, мы на рынке. Может, что-нибудь и купим даже. У нас такой был в детстве в Астрахани, вьетнамский рынок, помню. Там все вещи можно было купить дешево, дешевле, чем в торговом центре. Ну, наверное, это было в каждом городе такие рынки. Okay. Okay. We want this. Все, короче, закупились. Нави захотела крабов попробовать, купили. Вот, эти фрукты мои любимые купили за 40 тысяч, за $2 килограмм. Ну, вроде ничего. В магазине вообще, кстати, никакой паники нету. Все продукты в изобилии. Народа нет, всем пофигу. Никто не скупает последнюю воду и туалетную бумагу особенно. Как бумага, все на месте. Thanks so much, come on. Oh, it's okay. 7. Thank you. Come on. Come on. It's cooking. Конечно, очень много, к сожалению, и плохих новостей. Люди умирают, госпитали переполнены. В некоторых странах происходит просто какой-то кошмар, судя по всему. Но ваш стресс, ваше беспокойство, ваша ненависть в комментариях, ненависть к окружающим, она никак не поможет в этой ситуации. Так что давайте по возможности будем оставаться людьми, абстрагируемся от этих негативных новостей, обнимем своих родных. Так что все, выключайте. Хотя нет, меня не надо выключать. Меня не выключайте, меня смотрите. Подписывайтесь, кстати, на канал, ставьте свои лайки и рассказывайте друзьям. Поделитесь годным контентом с друзьями. Хватит уже жадничать. Не надо жадничать. Делитесь с друзьями моими видео. Still alive. This crab is so expensive. Still alive. Don't bite me! Oh no! Oh no! Ah! I will eat you. Poor guy. Попробуем.
что мы купили там на рынке за 300 тысяч. Донг. За килограмм. Я, кстати, никогда не ел крабов. Ну, в смысле, я последние 6 лет был I wash вегетарианцем. my hand. И за этот период точно не ел. А до этого я даже и не помню. Ну, кроме как с крабовыми палочками, мне не с чем больше сравнивать. It's yummy. Просто сказать странный вкус. Вот лучок вкусный. Вкусно? Лук. Onion. Onion delicious. Just onion. Ну, а пока идет карантин, и если кто-то сидит дома и то и дело смотрит видео про коронавирус, то мой совет – просто начать изучать какую-нибудь онлайн-работу. За эти несколько месяцев можно обучиться большому количеству онлайн-профессий и начать зарабатывать уже дома прямо сейчас. Пускай немного, так и должно быть, кстати, немного. Если вам кто-то обещает миллионы за первую неделю, то не верьте. Но на доход от $300 в месяц онлайн выйти вполне реально. А если вы знаете английский, то это будет еще проще и быстрее на зарубежных сайтах. Так что откладываем все ненужное в ящик, выключаем новости и дурацкие уведомления и начинаем развиваться.